Всем привет! Сегодня я расскажу вам и покажу, что я приобрел. Приобрел частотный преобразователь новый себе на токарный станок, потому что старый на 1,5 киловатта оказался для моих нужд слабоват. И поэтому взял частотник я компании ЕК 2,2 киловатта. Ну, дальше я расскажу, почему я выбрал именно его, не с Алиэкспресса и так далее. Ну, а теперь, наверное, немного по настройкам расскажу. В общем, потом дальше подключу его на двигатель в холостую, проведу настройку двигателя полную, потому что в нем эта опция есть. Мануал смотрел. И потом поставлю, все установлю на станок, попробуем работать, посмотрим, как что поменяется у меня в мощности. Сейчас настройки такие, легкая пробежка по настройкам. Первое, на что сразу хочу обратить внимание, это инструкция. 230 страниц инструкция. Я когда ее сразу достал, думаю, ну это как обычно сейчас будет на 15 языках, и в итоге полезной информации несколько листов. Но оказалось, что она вся полностью только на русском языке. Все настройки, схемы подключения, ну короче, все. Этот частотник имеет две функции управления. ВФ функция, которая позволяет управлять несколькими двигателями сразу, и функция векторного управления, то есть управление одним двигателем с оптимальными настройками. Он настраивается под каждый двигатель, в нем вводите минимальное, нужно ввести данные вашего двигателя, то есть вот с шильдика напряжение, силу тока потребляемую, ну потребляемый ток, что там еще, частота. Ну, короче, в инструкции все есть, я уже забыл. На шильдике что указано, вводим, а все остальное потом запускаем его, и частотник сам регулирует наш двигатель. И потом подбирает оптимальный режим работы для него. То есть момент на валу и так далее. Так, что тут еще такого по настроечкам? Да, еще, вот, например, на ютубе смотрю, ну, я давно уже смотрел, интересовался частотными преобразователями, когда первый покупал. И вот там все, можно сказать, основная такая масса, основная пользователей частотников, все говорят об одном. Делайте от частотника до двигателя как можно короче кабель. Так вот, на этом частотнике можно двигатель выносить более 100 метров. Единственное, в настройках нужно менять несущую частоту. Чем дальше двигатель, чем длиннее кабель, тем меньше должна быть несущая частота. То есть до 50 метров 10 кГц и понижать. Ну, у меня он будет, а тут сколько? 3 метра этот кабель всего лишь. Поэтому посмотрю в настройках, если стоит 10 кГц, вот так пусть остается. Если нет, то поменяю на 10. Вот, так, что еще тут такого? Да ничего, наверное, надо подключать и смотреть по ходу настройки. Подключаем двигатель. Ну вот, подключил я частотник. К сети подключил к двигателю. Вот он, двигатель 2,2 киловатта у меня. И заодно вывел пульт. Попробовал, как он будет работать через шнур. Все нормально, все работает, все заводится. Можно запустить. Это я просто выставил уже максимальную частоту 100 Гц. Я думаю, больше мне не пригодится. По умолчанию стоит 50. Это я немножко изменил. Поставил 100. Так, ну и при вас сейчас проведу настройку двигателя. Я вот посмотрел уже по параметрам. И получается, что в общем-то завод-изготовитель уже как раз под этот двигатель параметры и выставил, кроме оборотов. То есть потребляемый ток, напряжение, все тут выставлено в частотнике. Единственное, что обороты двигателя сейчас там установлены 1460, по-моему, а у меня 940. И поэтому для изменения я захожу в параметр 18, нажимаю программа, сейчас стоит 21, то есть идем вниз. Вот 18 параметр. Нажимаю
нажимаю ввод. 940. Я уже менял, и оно не сбилось. Ну и все, значит, пусть остается так. Я думал, собьется, потому что не сохранял. Все нормально. Значит, нажимаем ввод и выходим отсюда. То есть сейчас полностью какие требуются для настройки параметры у меня введены. И теперь нужно зайти в функцию 24. 24. Вот. И поставить цифру 2. Это означает полная настройка. Цифру 1, если выбираем. Так, когда стоит по нулям, то есть никакой настройки не производится. Когда выбираем цифру 1, первую функцию, первое положение, это для настройки, когда двигатель под нагрузкой. То есть если у вас нет возможности снять двигатель, он где-то у вас стоит, но его нужно настроить. Вот, это цифра 1. Цифра 2, она самая оптимальная считается, как написано в инструкции, когда двигатель без нагрузки, в холостую настраивается. И вот именно это я сейчас и проведу, настройку эту. Вот, написано, что так и будет написано. И теперь нажимаем пуск. Вот, моргает настройка. Все правильно. И теперь пуск. Так, надо сейчас на двигатель, хотя его видно и так. И нажимаем. И вот теперь частотник тестирует двигатель сам по себе, то есть без моего участия. Слышите, щелкает в двигателе. Все, настроился. Настройка, лампочка потухла. Двигатель готов к эксплуатации. По моим характеристикам. Так, здесь кнопка есть многофункциональная. Тоже у нее 3 разных функции. То есть функция толчок во время движения вперед, функция толчок во время движения назад. И можно ее устанавливать как реверс. Я ее, что и сделал, установил реверсом. То есть она у меня реверс. Он включается и так отдельно. Вот лампочка горит вперед. Нажимаю, тухнет. Значит, у меня сейчас будет в обратную сторону крутиться. И также можно на ходу переключать. Что я вам сейчас и покажу. Двигатель пошел, а теперь на ходу. И двигатель пошел в обратную сторону. Никаких толчков, никаких рывков. Но это все как настроите. То есть можно поставить, например, 100 Гц и включить назад. Никакого рывка нет, плавное торможение и переход в обратную сторону. Вот такой вот частотный преобразователь. Пока он мне очень нравится. Между прочим, которые частотники смотрю с AliExpress, люди показывают, что функция настройки есть, автонастройки двигателя, но она не работает, или в ней не могут разобраться. Потому что вот эти вот руководства, которые есть на частотнике с AliExpress, они на 2 страницы. К тому же на английском языке или на китайском, и в них по большому счету ничего не расписано. А функций здесь просто сотни. Можно и под насосы, можно включать функцию поддержания давления воды в насосе в системе. Так, дальше тут еще есть что у нас. Ступенчатые скорости можно включать. То есть управлять не потенциометром, не частотой, а запрограммировать можно до 16 скоростей. И потом просто между ними переключаться. Это кому как уже удобно. Возможно, в каком-то станке или агрегате это будет очень полезная функция. Множество сообщений о работе выводится на дисплей. До 32 сообщений. Также потребляемый ток, вольтаж. Это вольтаж, который идет, как я смотрел в объяснениях в ролике, вот 316 вольт. Это идет на входе в частотник
после моста. Получается, входит 220, а выходит уже на сам частотник 315 вольт. Даже во время работы. Опа. Но эта частота сейчас показывает. Сейчас потише сделаю. Вот так. И теперь переключаем. Сейчас потребляет он 7 ампер тока. Ну вот, без нагрузки он потребляет сейчас 2,2 ампера. Чем меньше ставим частоту, тем больше тока он потребляет. Так. Это вольтаж, который выходит сейчас, 125 вольт с частотника на двигатель. Вот, скорее всего, сейчас 50 Гц, ну, то есть 220 вольт. Сейчас проверим. Так, ну этот ток я сказал уже на входе, преобразователь. Частота 50 Гц. А ну-ка посмотрим сейчас. Частота, вот, 50 Гц. Сколько будет? 217 вольт. Выходит сейчас на двигатель. Так, ну, выключаем. Вы, наверное, захотите меня спросить, почему я не взял аналогичный по мощности частотник на Алиэкспрессе. Да потому что на Алиэкспрессе все продавцы завышают показатели. То есть, если взять на Али частотник 2,2 киловатта и подключить на него двигатель 2,2 киловатта и дать ему полную нагрузку, то, скорее всего, ему придет кирдык. Я не знаю, многие люди пользуются, да, пишут там отзывы, то все про китайцев. Но я думаю, скорее всего, они его сильно не нагружали. Это мое мнение, чисто личное. И к тому же, как написано на инструкции, преобразователь частоты векторный общепромышленного применения. То есть он создан для промышленности, не для игрушек. И поэтому, думаю, все-таки это вызывает чувство надежности, качества. Не думаю, что в промышленности используют такие вещи, которые могут сгореть через день, через неделю и так далее. Вот поэтому я его и выбрал. А теперь я буду его устанавливать на станок. И после установки посмотрим разницу в сравнении с моим старым преобразователем. Я уже приготовил шкивы, потому что, так как у меня там двигатель стоит 1,5 киловатта и 1450 оборотов на нем, то мне придется менять шкивы. То есть я на двигатель выточил шкив, отлил алюминий, болванки, сделал шкивы и на шпиндель станка аналогичного диаметра. То есть у меня на частоте 50 Гц будет шпиндель крутиться 900 оборотов, 940, так вот. Посмотрим, что это даст. Все, начинаю я установку. Вот он частотник, который я собрался заменить. В нем все нормально, он работает, я им доволен. Единственное, что мощность у него 1,5 киловатта, и этого мне стало мало. Как мне писал один человек в комментариях, станка много не бывает. И советовал сразу брать 2,2 киловатта. Это все хорошо, отличный частотник, я еще раз повторю. Он мне пойдет куда-то на другой станок какой-нибудь. Но вот именно его я буду менять. Ну а теперь устанавливаю другой частотник новый. Закончил я установку частотника. Все получилось, все нормально. Правил пульт. Как раз 2 метров хватило, чтобы провести его сюда. То есть старый пульт я уберу и поставлю вот этот вот пульт как-нибудь вот так бочком, чтобы было удобно. Попробовал с него работать нормально. Я его оставлю здесь. Тем более индикация будет под глазами в самый раз. Так, ну вот, у меня был один страх, что я, возможно, поменяю мыло на шило. Короче, поставил двигатель, поставил шкивы, все нормально. Дело в том, что у меня стоял вот этот двигатель 1,5 киловатта и 1500 оборотов. Видите, шкивы разница. То есть ведущий шкив в 2, а то и в 3 раза меньше, чем ведомый. То есть получается
Получается, на ведомом шкиву обороты терялись на шпинделе, но зато возрастала мощность. То есть он 1,5 киловатта, и еще и мощность на шпинделе возрастала. Я вот этого боялся, думал, что если я здесь поставлю сейчас движок 2,2 киловатта с одинаковыми шкивами, то у меня на выходе получится такая же мощность. А получилось нет. Хотя, возможно, причина может быть в самом преобразователе. Возможно, он на валу держит хорошо момент. Короче, вот при отрезании у меня было, когда вот, обороты нужные, какие мне нужны, я выставляю на старом частотнике, на Веспере. И у меня было, что закусывал резец, останавливался. Останавливался вал, двигатель сам. То есть на нужных оборотах я не мог отрезать. А также при точении на больших диаметрах то же самое было. То есть я точу, когда что-то большое, там 100, больше 100 мм диаметром, я чувствовал, как двигатель напрягается. И поэтому приходилось снимать понемногу. А здесь я сейчас попробовал на одной болванке резать. И вам покажу, это что-то, это разница просто офигенная. Этот двигатель, по-моему, теперь не остановить ничем. Сейчас покажу вам, камеру установлю, попробую порезать немного. До конца отрезать не буду, болванка большая. Просто покажу, как режет на разных частотах. И потом поточим немного большой диаметр. Играюсь, отрезаю, а камеру-то я не включил. Вот, сейчас я отрезаю, пробую на 6 герцах. Попробуем 4. Вот, 3 герца попробую сейчас. Что получится. Ну, сейчас, наверное, остановится, скорее всего. Гляньте, режет. Даже на 3 герцах работает. А, отлично. Так, ну сейчас 10 включим, посмотрим, что будет на 10. И хватит резать, мучить его. Нет. На 10 у меня идет вибрация. 8. Вот, на 8 еще идет. Уж интересно, на 3. Опа. 3 герца. Работает, только двигатель жалко. Так, выключаем. Ну вот, вы видите, что на 3 герцах, пожалуйста, он отрезает и не останавливается. Как он отрезает, это уже другой вопрос. Это мой самодельный станок. Что смог, то и сделал. Но главное, что он не останавливается. Момент держит. А теперь проверим на большом диаметре, как будет точить. Хочу попробовать на малых оборотах также. Вот, например, на 10 герцах сначала. Попробуем, что он покажет. Точит. 10 герц точит. Ну-ка. Ладно, опять 3. Рискну. Двигатель жалко, но попробую. Ага, нет. Тут уже тяжело. Ну понятно, что 3 герца это все, это нечего даже думать. На 5.
Ну вот, 5 Гц, а он точит запросто. Куда еще меньше? Хватит. — 30 Гц. Полет нормальный. Так, дай-ка. Так, мы попробуем 50 Гц сейчас, что будет. Вот, 50 Гц. Ну вот, такие показатели. Короче, нормально, я доволен. Отличная штука. Не зря я ее взял. Мне еще надо вибрации все эти устранять. Никак и не докопаюсь, где они у меня есть, эти вибрации. Ну ничего, на большом диаметре все равно получилось точнуть более-менее гладенько. Короче, нормально, я доволен. Так, ну что сказать в завершении видео. Доволен я своим приобретением. Благодаря ему у меня станок стал мощнее, а это значит больше возможностей у него стало. В преддверии того, что все равно кто-то из вас спросит, где это куплено. Короче, я оставлю ссылку просто на каталог, где он находится. Ну, вернее, как сказать, на страницу. В каталог на страницу с этим частотником. Там нет ни цены, там просто описание его и так далее. Ну и я не знаю. Наверное, опубликую все-таки ссылку на список официальных партнеров. Вот. И на этой ноте я, наверное, заканчиваю свое видео. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Колокольчик не забываем при подписке нажимать. И обязательно, если это видео вам понравилось, поделитесь со своими друзьями. Все, всем удачи!